So we all know that rabies is transmitted by bites and licks. Can someone in the audience tell me other routes of transmission? Мы все знаем, что бешенство передается укусом, то есть происходит покус, и, соответственно, человек заболевает бешенством через некоторое время. Кто-нибудь знает о других путях распространения бешенства, о других путях заражения? Inhalation? Inhalation? Yes. In closed environments, if the virus is in an aerosol form, it can enter your system. Совершенно верно. Ингаляция, то есть вдыхание частиц вируса, взвешенных в замкнутом помещении, в замкнутом пространстве, может привести к заражению бешенством. So the virus can enter through your eyes. So if a rabid dog's saliva is to splash on your eyes, that is an exposure. Еще один вариант экспозиции, трансмиссии вируса – это глаза. То есть если бешеное животное чихнет вам в лицо, и вы получите слюну в глаза, этого будет достаточно для того, чтобы вы получили заражение. Someone there had, yeah? Еще было предложение. Здравствуйте, я слышала такой случай, то что собака напала на мальчика, подрала ему джинсы, а мама, не постирав, видимо, джинсы, решила их зашить. И когда она откусывала нитку, тоже смогла заразиться бешенством. It is a story of a case actually about the boy being bitten by a dog, but the dog did not really bite a boy, but only teared his trousers. And when mom wanted to suture the trousers, she was biting, actually trying to cut the thread with her teeth, and actually she acquired rabies. Yes, I've heard this story too, and it's been recorded. Very possible. Да, доктор говорит, что она слышала тоже эту историю, она описана, и, в общем, почему бы и нет. То есть нет причин возражать, что это возможно. And it might not be from the biting, it was sewing and the needle. Yeah, okay. Any other route? Think other routes. Еще пути передачи. Что, простите? The gentleman wants to discuss the case of woman getting the virus by biting the thread with which she was suturing the trousers. So the thread would have hurt her tongue and caused an opening for the virus to enter. The thread, you mean? The thread? Yeah, so this is... So she was sewing. Mm-hmm. Either the exposure happened when she was sewing and the needle touched her hand and caused a break and the virus entered, or she was pulling the thread and hurt her tongue. Два варианта может быть в этой ситуации. Она могла просто уколоться иголкой, спящая красавица. Вот. Или другой вариант, как мы вот сейчас обсудили, это перекусывая нитку зубами, она могла травмировать себе язык или губу. Is it still possible if there is a half an hour or more time passed since? If the saliva had dried, then the virus would have died. Dry. It has to be dry. Если все высохло, то есть если одежда высохла, слюна высохла, то вирус больше не жизнеспособен. There's no duration. It could be the sun, the wind. It has to be very dry. But sun exposure kills the virus very quickly, immediately. Yeah, so his comment is that the mom should be very fast in suturing his trousers. Yes, immediately. As soon as he came home, she prepared it. Ну да, но мамы, они такие, прибежал быстро, хоп-хоп, зашили. Доктор говорит, что на самом деле солнечный свет, вот, ну, кстати, если возвращаться, да, к обсуждению, вот такой проблемы распространения вируса, солнечный свет, он чрезвычайно опасен для вируса, он очень плохо с ним справляется, и, соответственно, если что-то высохло на солнышке, то там, скорее всего, погиб вирус. Any other exposure? Think. What are the other transmission routes in other diseases? Еще какие-нибудь пути передачи вируса? Вспомните другие заболевания инфекционные, как они передаются? Orophycal? Organ transplantation. Oh, yes. Before we come to that, do you think it's transplanted through orophycal?
Орофекальный, давайте, прежде чем мы перейдем к вопросу трансплантации органов, орофекальный путь передачи вируса, как думаете, возможен? If you were to drink milk from a rabid cow, Например, если вы выпьете бешеного молочка от бешеной коровы, как вы думаете, молоко от бешеной коровы? Что вы думаете, да или нет? yes and no, we're getting both. Okay, so the virus is found in the milk, but it's not been found alive. Вирус, на самом деле, тельца вируса обнаруживаются в молоке бешеных животных, но не обнаруживаются живые. Also through urine and feces, the same thing. То же самое касается и мочи, и фекальных масс. Okay. What about sexually transmitted? Как насчет половой передачи? There's nymphomania. Не забывайте, что один из симптомов клинических бешенства у людей – это нимфомания. А человек, я слышал, что заражает ли человек? Может ли заразить человек? Вопрос, возможно половая передача? Может человек заразить бешенством? Больной бешенством? Я знаю, что не заражает. It is so. Lady is asking a question. Then, is it possible for to actually transfer virus from human to human in general? Yes. Да, человек может заразить человека, в принципе. Okay. So, sexually transmitted hasn't been reported through the excretions of sexual transmission, but there have been cases of people biting people. Что касается половой передачи, то с экскретами, секретами половых желез не происходит передачи вируса, это невозможно, но были описаны случаи покусов. Okay. So, but the biting has not caused rabies, but in one case, where a child had rabies, a 1 or 2-year-old child got rabies from a dog, and the mother was feeding the baby, and the baby bit the mother's nipple, and the mother also got rabies. На самом деле в таком ключе случаев заражения доктор не описывает, но вот есть публикация, есть сведения о случае, когда бешенством заболел маленький мальчик до 2-летнего возраста, он получил бешенство от собаки, заразился бешенством от собаки, мать его кормила грудью, он укусил мать за сосок, и мать тоже заболела. Okay. And the most bizarre way that rabies has been transmitted is organ transplantation. И, конечно, самая чудовищная, вообще нелепая схема передачи вируса, схема заражения, это, конечно, как вы заметили, трансплантация органов. My favorite story is of a German lady who got bitten by a rabid dog in India, as far as I remember. Went back to Germany and started feeling weird after some time. Любимая история вообще по этому поводу у доктора такая. Одна пожилая немка была в Индии, ее там укусила собака бешеная. Никаких проблем у нее не приключилось на моменте покуса, она вернулась домой и через некоторое время спустя стала чувствовать себя просто нехорошо, испытывать легкое недомогание. So she didn't do anything about it when she got bit by the dog. She didn't do anything. Она никаких действий по поводу покуса на момент покуса не приняла. And then when she went to the doctor, she had headache, vomiting, incoordination. Придя к врачу, она жаловалась на головные боли, на рвоту, на раскоординацию, дискоординацию движений. She found it difficult to drive. Она испытывала затруднения при управлении автомобилем. So when she went to the doctor, the blood tests showed that she had cocaine and marijuana in her blood. Доктор взял у нее кровь, и кровь показала, что у нее в крови был найден кокаин и марихуана. So later she died of a heart attack. Несколько позже женщина умерла от сердечного приступа. And her organs were passed for transplantation. И ее органы, ее тело, ее органы были использованы для трансплантации. 6 people got her organs, 2 kidneys, 1 liver, bone marrow, 2 corneas.
Получается у нас 6 запчастей, 2 почки, печень, костный мозг. Two corneas. 2 kidneys, 2 corneas, liver, and bone marrow. Corneas. 2 роговицы, 2 почки, печень и костный мозг. And one by one, they all started to die, which is gory. So the people who got the kidneys died, and then the bone marrow, they died. Реципиенты, получившие почки и получившие костный мозг, погибли, получившие эти органы от этой женщины. And quickly they removed the corneas from the 2 people. И достаточно быстро после гибели, после регистрации гибели вот этих реципиентов, роговицы, которые пересадили от этой женщины, тоже быстренько удалили обратно. And the person who received the liver luckily had rabies vaccine before for some reason. По счастливому стечению обстоятельств, человек, который получил печень в подарок от этой пожилой немки, был вакцинирован против бешенства. So there have been cases like this. There have been quite a few. A lot of cornea transplantation deaths in China. You want to say that? На самом деле, к сожалению, регистрируется довольно большое количество таких случаев. Очень частые случаи заражения бешенством в ответ на трансплантацию роговицы, особенно в Китае. По этому поводу они впереди. And other multi-organ transplantation cases in the United States. And what? Other multi-organ transplantation cases of rabies. И есть несколько других случаев в ответ на трансплантацию в Соединенных Штатах, также описано заражение бешенством. Okay. Any questions there? Вопросы? Fine. How long do you think it takes for the virus to travel from your foot to your brain? Как вы думаете, сколько времени нужно вирусу для того, чтобы мигрировать от периферии, например, от вашей ноги, от вашей стопы к мозгу, тканям мозга? В днях, в годах? А? Yes, 3 millimeters a day is correct. Per day. Per day, 3 millimeters. So how long does it take? Да, 3 миллиметра в день. Точно, но сколько примерно у нас займет, если в ногу нас укусили, сколько времени займет путешествие вируса до... Yeah. Taller people take longer to die, but... Повезло, да, высоким повезло тут. У них больше времени проходит. That's not the question. Approximately. Ну, примерно. Понятно, что мы не можем там какую-то... Что-что? 2 to 3 weeks? Yes, 15 days, sometimes 2 months to 6 months. From the foot to the... Если говорить о ноге, например, если покус был в районе стопы, то up to 6 months? 2 to 6 months. От 2 до 6 месяцев такая считается среднестатистическая величина. What is the shortest recorded incubation period? Какой самый короткий инкубационный период описан? Знаете ли вы? Простите, я не слышу совсем. 2 дня? 2 days. People Two have days. died immediately because of blood loss or injury, because of like children have died immediately because of a pack of dogs attacking. That's not rabies. I want rabies. Someone said 2 days. 2 yeah. days. 2 days? Yes, that's 3 days. So the animal bit the person on the face and it went 3 days. 3 дня. Самый короткий инкубационный период на сегодняшний день описан. Это 3 дня при условии благоприятной для вируса локализации места покуса. То есть лицевая часть головы, голова, 3 дня и все. В данном случае мы не рассматриваем ситуацию гибели, например, детей, которые были атакованы беспризорными собаками и погибли прямо вот сразу, потому что это не бешенство. То есть они умерли не от бешенства, несмотря на то, что, возможно, собаки, которые их кусали, действительно были бешеными. Did you say about the children being more? Okay. What's the longest incubation period Какой recorded? самый длительный инкубационный период известен для бешенства? 3 years? 3 years. And a little more. Any guesses? Ой, год? 30 лет. 1 year, 30 years. 13. Getting closer. Теплее. 2 to 3 years. 18. 6 years. 6 years. The longest is 18 years. 18 лет. Yeah. So a person
I forget if it was from the United States or Europe, went to Brazil for a holiday, came back, forgot about what happened. 18 years later, he started showing signs, and he couldn't. And once a person's got rabies, it's difficult to talk to them. Okay, I think you need to translate. That's going on a bit. Человек, вот этот самый длительный инкубационный период, это следующая ситуация. Человек опять, все из-за отпуска, то есть не следует отдыхать. Человек то ли из Европы, то ли из Соединенных Штатов, доктор точно не помнит, отправился в Бразилию, был укушен, вернулся домой, забыл 100 тысяч раз, что там с ним происходило в Бразилии во время этого отпуска, и спустя 18 лет у него стали проявляться признаки бешенства. So he vaguely remembers a puppy licking his toe. Конечно, не так-то легко вспомнить вообще, что происходило с тобой в течение всей твоей жизни. У него такие остаточные какие-то воспоминания были, что вроде бы щенок лизал ему стопу. And you could argue maybe he was exposed sometime later also. Безусловно, тут можно поспорить, тогда ли произошла экспозиция, тогда ли был контакт с вирусом, у него, может быть, в течение 18 лет у него были какие-то другие возможности. But they isolated the virus and found it was the Brazilian variant. Однако изоляция вируса от этого пациента позволила подтвердить, что это бразильский штамм бешенства. So yeah, that's the longest recorded. Это на сегодняшний день самый длительный инкубационный период бешенства, описанный в литературе. Any questions about transmission? Вопросы по поводу передачи? Скажите, пожалуйста, а если, допустим, я привита от одного типа, и меня укусит кто-нибудь какого-нибудь другого типа, я заболею или нет? It is a question regarding the situation of protection when we're being vaccinated against one type of rabies virus. Will this vaccination protect us from the other ones? Yes. So like I said, the phylogroup 1, the vaccine we take completely protects you against all the phylogroup 1 viruses, partially phylogroup 2. You will most probably get exposed only to that RABV, the main virus. Как доктор говорила в лекции, такая была сводная табличка, там вирусы подразделяются по иммуногенности на филогруппы, их 3. Вакцина, которая на сегодняшний день одобрена для применения, для защиты и нас, и собак, которую мы делаем собакам, защищает нас полностью от филогруппы 1, от представителей филогруппы 1 и частично от филогруппы 2. По вероятности, это наиболее вероятный вирус, с которым мы можем вступить в контакт. The lecture is for knowledge, not to scare anyone. I've scared a lot of people before. Доктор говорит, что на самом деле она лекцию хочет прочитать не для того, чтобы вас перепугать до смерти, а просто чтобы вы как-то вооружились информацией. Yeah, people have complained about nightmares and no appetite for 3 days after the lecture. Just saying. Долгое время нет аппетита обычно после лекции такой. А тогда кто, получается, опасен для вакцинированного человека? Ну, в какие виды переносят эти филогенетические штаммы? Третью группу. Да. Кто, кроме летучих мышей, да? It is a question regarding the species of mammals that transfer in this phylogroup 3. So which mammals are actually dangerous for a vaccinated person, apart from bats? Yes, so the phylogroup 3 has one civet from Tanzania, civet cat. Цивет из Танзании, сейчас я посмотрю, потому что я не помню, как он называется, по-русски есть еще одно название. Вивера это называется, да. But your bad luck is there is a Russian, в России. the West Caucasian bat virus is found in Russia. Sorry. У нас в России нет третьей. То есть в Танзанию не ногой. No one has ever died of these. They've been isolated. No human has died of these, so don't worry. На самом деле, вот эта третья группа не было зарегистрировано смертельных случаев, так что что тут переживать? Please don't become the first one either. Don't become the first one. Пожалуйста, не станьте первым, не откройте эту статистику. So no human or animal has died
after being vaccinated before an exposure. Не было зарегистрировано смертельных случаев ни среди людей, ни среди животных при вакцинации до контакта с вирусом. But there have been deaths of people who have been vaccinated after without a pre-exposure. Understand? After the exposure. Yeah, so if a person has never been vaccinated, is bitten by a rabid animal and gets post-exposure, there is still chances of death. Однако в случае, если экспозиция вируса предваряет вакцинацию, то есть сначала происходит контакт с вирусом, а после этого вакцинация, то есть шанс, что человек все равно погибнет. There are 3 things that a person has to do. Wash wound with soap for 20 minutes with running water. Есть некоторые меры, которые следует предпринять в случае, если вы подозреваете, что вас укусило бешеное животное. Необходимо обработать место укуса в течение 20 минут мыльным раствором, мылом, промыть место укуса на протяжении 20 минут в проточной воде. That removes 99% of the virus from the wound. 99% вируса, оказавшегося в ране, таким образом можно вымыть. And it has to be soap with foams, which it foams, yeah. Очень важно мыть рану именно мылом, то есть пенящимся средством, средство, которое формирует пену, создает пену. And any soap will do. The foam behaves as a surfactant, which kills the virus immediately. Любое мыло в данном случае подойдет, достаточно того, что оно просто пенится. И в случае, если оно будет пениться, это оказывается смертельным для вируса. Then you can use an like a disinfectant like povidone iodine. Следом можно использовать дезинфектанты, такие как повидон йода. And then vaccination and immunoglobulin. Затем следует протокол вакцинации и введения иммуноглобулинов. Then you're safe. И вы в безопасности. The washing wound is the most important. Not everyone has access to vaccine. Washing wound will prevent death by a high chance. Не всегда у вас есть возможность протянуть руку и сразу после какого-то неприятного инцидента достать вакцину, но у вас всегда есть возможность вымыть укушенное место с мылом и с водой проточной. Повидон йода не у всех всегда с собой есть, а в аптечке у многих есть спирт, ну или дома есть спирт, содержащие напитки. Можно ли их использовать? Is it possible to replace povidone iodine by alcoholic solutions, like alcohol drinks, or just like alcohol solutions of some? Yeah, vodka would work. Водка сработает отлично. Если в этом был вопрос. Yes. So after soap, anything is fine. A lot of people in India like to put urine, cow dung, chili powder, turmeric powder. Если вы использовали мыло, секретный ингредиент мыла здесь, а не все, что следует за ним. В Индии, например, есть очень много всяких поветрий. Например, можно мочу наносить на укушенное место, можно чесночный порошок, порошок чили, перца. I try not to say don't put anything because they feel bad. Доктор говорит, что она обычно говорит, что не надо вот это все сыпать на себя, потому что не очень хорошо получается все это. Because their grandma, grandpa tells them they want to do it. Но это, конечно, не самая ее популярная просьба, не самый популярный комментарий, потому что бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки так делали, и у них все работало почему-то. And I said, do what you like, but wash your wound with soap first. Поэтому она в итоге выработала такую концепцию рекомендаций вот в ситуации покусов. Пожалуйста, сыпьте хоть что на рану, но только сначала помойте мылом. Some people like to burn. Некоторые люди любят прижигание, например. Ну, да. And I should tell them this. There's old English and European tales where the treatment involved killing the dog and eating the dog's brain. Еще один вариант, например, убить собаку и съесть ее мозг. Or even worse, where they had to find a litter of puppies and the same gender of the dog that bit them had to be drowned in a pond and they eat the liver of those puppies raw. О, еще один вариант, еще один. Вы записываете рецепты? Еще один способ лечения. Нужно такое
тоже есть такая традиция. Нужно найти, если вас укусила бешеная собака, вы должны определить ее пол для начала, кобель это или сука, найти помет щенков, выбрать из этого помета щенка того пола, идентичного, как ваш собака, которая вас укусила, утопить этого щенка в пруду, ну или там где-нибудь еще, и съесть его сырую печень. And the last practice that was reported in England was to catch the dog and take its hair, burn it and put the powder on the wound. Hair. Hair, yeah. Еще одна такая индийская практика лечения по лечению бешенства – это поймать собаку, по случаю покуса поймать собаку, выдрать волоски, шерсть и приготовить порошок из шерсти и нанести порошок на рану. The lady is just about to go to search for a dog. Do we need to catch the rabid dog, or is it okay to catch any dog? Oh, very important question. I think it was the rabid dog. Нет уверенности точной, rabid поэтому dog. вы, пожалуйста, там пока не записывайте точные инструкции к применению. Да, скорее всего, бешеную собаку, да, у бешеной собаки. But there might be some science behind this. There might be. Don't take this message home. This could increase the cell-mediated immunity in the wound. На самом деле, конечно, это все смешно и такие жутковатые немножко истории и сказки, но, безусловно, какой-то научный компонент все-таки в них есть, потому что, задумайтесь, такого рода средства, нанесенные на рану, они, безусловно, активизируют клеточный иммунитет локальный. Не записывайте только это. I saw a hand go up there. Кто-то поднимал руку, кто-то хотел выйти за бешеной собакой. Что, простите? Все? А можно я You тогда answered already. спрошу? Ну, то есть водку мы используем наружно, но не вовнутрь. Do we need, if we are in Russia, not in India, not eating livers and things like that, so when we take vodka, do we need to put it locally, or shall we perform a generalized use? Do both. Можно и то, и другое. You'll feel better. Подстрахуйте себя. Yeah, I think that's it. Then my next topic. Hey, why isn't this working? У нас что-то поломалось, у нас что-то не работает, почему-то пульт. Yes. So before I go into diagnosis, yes. If that's all, any questions? Вопросы Then по we'll take a передаче, break. пожалуйста. Зависит от количества попадаемого вируса. So the possibility to get a disease actually is totally dependent on the amount of virus bodies that we catch into the wound. Yes, the probability increases with a higher viral load. Да, совершенно верно. То есть вероятность того, что вы получите в итоге болезнь, напрямую связана с количеством телец вируса, которые вы получаете в рану. There have been cases where a fox bit 14 people, and the first few people got rabies, and the others didn't. Например, это иллюстрируется такими случаями описанными, что лиса бешеная покусала 14 человек, первые несколько человек погибли от бешенства, а остальные не получили вовсе заболевания. The virus is shed intermittently. It's not always there. Высвобождение вируса, получается, в секрет слюны происходит не постоянно, а носит такой перемежающийся характер. Поэтому как повезет. Anything else? Еще что-нибудь? Что-нибудь еще? Печень щенка. So, other information regarding transmission is once the virus is lodged in the nerve tissue, there is no place where the blood mixes with the nerve. You want to say that? So, there's the nerve tissue and blood don't mix anywhere. Don't make any Don't mix. mix. Yeah. Есть также сведения о том, что как только вирус оказывается в нервной ткани, то есть поражает периферический нерв, не происходит его смешивание с кровью, то есть он не мигрирует, не оказывается в циркулирующей крови. So how does the vaccine work if blood and nerve tissue don't mix anywhere? Как же тогда может работать вакцина в случае, если у нас нет вот этого контакта
вируса, который сидит в нервной ткани и крови. Scary, no? Scary? It's a scary question. Это такой вопрос с подвохом. Well, the answer is, if you're vaccinated before, as soon as the virus enters, touches your skin, your body remembers to produce antibodies, and it will neutralize the virus at that point. Ответ может быть таков, если вы были вакцинированы до этого, за некоторое время, до того, как вирус оказался в ране, которую вы получили, в момент контакта вирусных телец с средами вашего организма запускается иммунный ответ и вырабатываются антитела против этого вируса. Таким образом, вирус нейтрализуется на подступах. But you've never been vaccinated, and the virus has already lodged in your nerves. Но в случае, если вы не вакцинировались до этого, и таким образом вирус получает возможность добраться до нервной ткани, The theory is that just before the virus enters the brain, there is mixing at the ganglia before it enters the brain. That's when the virus the antibodies from the vaccine neutralize the virus. В случае, если, соответственно, вы получаете вакцинацию после покуса уже и никогда не были вакцинированы до этого, есть такая теория, такое предположение, что по мере миграции вируса на моменте, когда он трансформируется, переходит из периферической нервной системы в головной мозг, он должен пройти сквозь ганглии. На этапе, когда вирус оказывается в ганглиях, он контактирует с кровью, то есть имеет возможность контактировать с антителами, которые вы получили с вакцинацией. So coming to the diagnosis part of the lecture, what sample do you need to collect to diagnose rabies from an animal? Продолжать мы будем рассмотрение нашей проблемы с позиции диагностики. Какие ткани, какие образцы мы должны собрать от больного или подозреваемого животного для диагностики? Yes. Would the Мозг. blood help? Ткани мозга. Would blood show the virus? I'm asking her. Blood. If you collected blood. Кровь мы можем по крови мы определить вирус? Не можем. No. We can't. So, these are the diagnostic tests that are available. And the first diagnostic test was by Negri and his team in 1903. Здесь вы видите схематическое изображение, эволюцию диагностических тестов, которые были доступны для работы с бешенством. Первый из них – это тест по окрашиванию и выявлению телец Негри. Был он создан в 1903 году. How many of you have heard about this test? Кто из вас слышал об этом тесте обнаружения телец Бешен Негри? Okay. Have you seen one? Have you Видели seen? хотя бы одно тельце в своей жизни? No. Okay. Нет, отлично. So this test, before I speak about that particular test, I want to tell you that the black test is antigen detection and the green text is antibody detection. Прежде чем мы продолжим более детальное рассмотрение различных диагностических систем, обратите, пожалуйста, внимание, что на этом слайде черным обозначены методы диагностические, позволяющие выявить антиген, а зеленым – антитело. Okay. The difference is, I just drew this quickly before I made the presentation. Разница вот здесь на коленочке нарисована быстренько. So if you put the brain sample on the slide, the virus has to be there. And then you put a conjugate that has antibodies to attach to the virus. And then you see the virus through the microscope because of the dye. Если мы говорим об антигенном тестировании, о выявлении антигенов, то выглядит оно, грубо говоря, следующим образом. Вы размещаете образец тканей мозга на предметном стекле. Ткань мозга пораженного животного должна уже содержать частицы вируса. Дальше вы обрабатываете свой препарат конъюгатом, который содержит антитела окрашенные, и таким образом под микроскопом вы можете увидеть окрашенные частицы вируса. Okay? And in the antibody detection,
you grow the virus on a cell culture. Если говорить о детекции, о выявлении антител, то здесь процесс выглядит несколько иначе. Первое, что вам нужно сделать в такой ситуации, это прирастить, культивировать вирусную культуру на культуре клеток. Then you add the sera, the blood sera, the sample. Затем вы добавляете к вот этим клеточным культурам сыворотку крови подозреваемого животного. Then you add the conjugate or the dye. Затем вы добавляете окрашенный конъюгат. The conjugate is an antibody which will bind with the virus Конъюгат связывается с антителами, if there is no antibody. So if the patient has antibody, если у пациента есть антитела, then this conjugate will not bind and you can't see it. конъюгат не свяжется с вирусом в итоге, и, следовательно, вы его не увидите. Okay, very simple. Just so that you understand the rest of the tests, I made this diagram. Это такое примитивное объяснение просто для того, чтобы напомнить, чтобы вы вспомнили о принципах этой диагностики. Okay. So coming to the oldest test, Возвращаемся к вот этому первоисточнику, первоначальному тесту, который был разработан. Negri used two basic dyes, a red colored dye and a blue colored dye. Негри использовал два типа красок, красителей, красный и синий. And he found these inclusion bodies inside the neuron. И в результате окрашивания препаратов таким образом ему удалось обнаружить такие очень характерные тельца включения внутри нейрона. This is a negative. This is a neuron without an inclusion body. Это отрицательный препарат, отрицательный мазок. Препарат мы не видим здесь телец включений. But this inclusion body was only formed in the hippocampus of the brain. Однако известно, что вот эти тельца включения формируются только в области гиппокампа головного мозга. And it wasn't formed in all positive cases. Кроме того, обнаружение вот этих телец было проведено во всех случаях подтвержденного заболевания. And also the dyes were not antigen specific. Красители, которые использовались для окрашивания, были не антиген-специфичными. So the test had very low sensitivity and low specificity. Таким образом, тест этот мы можем расценить как очень низкочувствительный и вовсе не специфичный. So forget this test. Поэтому вычеркните, пожалуйста, этот тест окрашивания по Селлеру из своей памяти. Okay? So the gold standard test is direct fluorescent antibody test. Тест, который является золотым стандартом диагностики бешенства, это методика прямой флуоресценции антител. And this test uses a conjugate that is very specific to the antigen. В данной методике тестирования используется конъюгат, краситель, который чрезвычайно специфичен для антигена. And it can detect all the Lissa viruses. И таким образом с помощью этого теста можно выявлять всех представителей семейства Лисса вирусов. And you need a fluorescent microscope to see the virus. Для того, чтобы с помощью этого теста, этого окрашивания увидеть вирус, вам потребуется флуоресцентный микроскоп. And this is how it looks. Вот так выглядит тестирование. This is a negative. Отрицательный. And the small particles, the green, fluorescent green particles are the virus. Вот эти на двух последующих изображениях вы видите препараты положительные, вот зеленым окрашенные, таким флуоресцирующим зеленым окрашенные частицы вируса. This is at 40x. 40x. Magnification 40x. Увеличение в данном случае в 40 раз используется. If you want to see the virus, you need to see it at 10,000x under an electron microscope. Если вы хотите увидеть непосредственно сам вирус, то вам нужно другое увеличение. Electron microscope? 10 тысяч, увеличение 10 тысяч и электронный микроскоп. What you see here is the fluorescence from the viral particle aggregates.
Что мы видим здесь, это флуоресцентное окрашивание агрегатов частиц вируса и конъюгата. Okay. So the other gold standard test is direct rapid immunohistochemistry test. Другой вид теста диагностического, который является золотым стандартом, это экспресс-иммуногистохимический анализ. It uses the same principle as the fluorescent antibody test. Этот тест основывается на том же принципе, что и предыдущий, с флуоресцирующими антителами. But the reagents are specific to rabies. Однако в этом тесте используются специфические к бешенству красители. So very easy, you need a few chemicals and you do not need a complicated microscope, you just need a light microscope. Тест этот очень прост в применении, его достаточно легко осуществить, вам потребуется всего несколько реактивов и не нужен для детекции результатов какой-то специальный микроскоп, достаточно обычного светового микроскопа. And this is how it looks. Вот так выглядят результаты этого теста, этого окрашивания. This is a negative Это отрицательно. and the red particles are the rabies virus. А вот здесь вот вы видите красненькие такие точки, это вирус бешенства. And I was lucky to get this neuron here with red studded particles across the whole neuron. И вот доктору посчастливилось получить такой красивый препарат, когда весь нейрон окрашен, как будто спрятан за этими красными точками. Yeah. The other gold standard is RT-PCR. Другой вариант — это RT-PCR, real-time PCR. Real-time другой PCR. вид теста — это ПЦР в реальном времени. But the primer has to be a pan-Lissa virus primer. Но праймер для такой реакции должен быть адаптирован к лисовирусам. So that's another test which is 100% specific and sensitive. Это еще один тест стопроцентно чувствительный и специфичный. But my favorite test is a rapid immunochromatographic test. This is a field test. It's not 100% sensitive or specific, but it's useful for surveillance. Но любимый тест доктора, любимая диагностическая система доктора — это экспресс-иммунохроматографический тест. Он не является стопроцентно специфичным и стопроцентно чувствительным, однако он чрезвычайно хорошо подходит, удобен для использования в качестве такого надзорного инструмента для контроля за распространением заболевания. And shouldn't be used to make vaccine decisions. Этот тест удобно использовать. Shouldn't be used Этот for тест не следует использовать для принятия решения в отношении вакцинации. Okay. So this is how it looks. Вот так он выглядит, Just like a pregnancy test, как тест на беременность точности. single line negative, double line positive. Одна полосочка отрицательно, две полосочки положительно. You put the brain with a little buffer. Ткань мозга, кусочек мозга помещается в буферный раствор и располагается на планшете теста. And you wait for the liquid to flow. The whole test takes 10 to 15 minutes. И затем нужно просто дождаться, пока фильтр теста пропитается вот этой жидкостью. Занимает он порядка 15 минут. And it's only 350 rupees or 350 rubles per test. 350. 350 рупий стоит такая тест-система, Okay. что, видимо, недорого. Coming to the antibody testing tests. So there are other ways to see if the sample has rabies antigen in it or not. Like the mouse inoculation test, where you inject the sample into other mouse and wait for it to die. Существует также режим тестирования не антигенов, а антител для того, чтобы подтвердить статус конкретного животного. Например, есть тест пассажа крови, сыворотки крови на мышам лабораторном. То есть мыши делается инъекция и просто ждем, что с ней произойдет.
Or you could put the sample in a tissue culture and wait for the virus to grow. Еще один вариант – это поместить вирус на культуру клеток и подождать его прироста. Why do you think these tests are not 100% sensitive? Почему эти тесты не являются стопроцентно чувствительными? You put a sample in an animal, it should kill it. Why do you think it's not recommended? Мы берем образец, подсаживаем как бы образец вируса животному. Почему? Что нам не нравится в этом тесте? Too long. Yes, that's true. It takes 21 days for a mouse to die of rabies, longest incubation. There are other reasons. Да, это очень много времени занимает, безусловно, потому что, как мы говорили, инкубация может быть очень долгой. And 3 days to grow in a culture, 2 to 3 days to grow in a culture. 2-3 дня нужно вирусу для того, чтобы прорасти на культуре клеток. There are other reasons why this. Еще другие причины. Yes. It is dangerous also. Kind of, yes. And there could be any resistance in the animals. Animal also, yes. Да, And резистентность животных, которых мы используем в качестве лабораторных, нам тоже нас не устраивает. And if the cell culture isn't a nerve-based cell culture, the virus might be not happy to grow on a different kind of И culture. еще, что касается инвитро приращивания, то есть на культуре клеток выращивания вируса, то вирусу может не понравиться та культура клеток, которую мы ему предложим. And there's one more reason. Еще одна причина есть. No? So you might have the sample, you might have the virus with you, but the virus might not be alive. У вас может быть образец тканей, в которой может быть вирус, но там может быть мертвый вирус. So it won't multiply and grow. Поэтому он не будет расти, нарастать. Okay? So that's why the gold standard tests are the 3 I mentioned: FAT, DRIT, and PCR. Okay? Именно поэтому 3 такими тестами, которые являются золотым стандартом, являются антигенные тесты, о которых доктор сказала. Это иммунохроматографический, иммуногистохимический анализ и ПЦР. Okay. Now the antibody testing is a rapid fluorescence focus inhibition test. Что касается тестирования антител, то это тест Inhibition test. Ингибирование, тест на ингибирование. So this is a cell culture. Это культура клеток. Here the person has a lot of antibody. Вот здесь это образец от человека с большим количеством антител. So the virus didn't grow. У вируса нет шансов прирастить свою массу. Here there's partial growth, so the antibody is not as much as it should be. На этом образце мы видим ситуацию, когда антитела имеются, но их недостаточно для того, чтобы обеспечить полную защиту. And here there is absolutely no antibody in the person's blood, so the virus grew on the А tissue вот эта culture. ситуация, когда у человека в циркулирующей крови вообще отсутствуют антитела, и таким образом у вируса полная свобода действий. Okay. So these, I'll let you have a look at this. These are different samples that you can collect during life, antemortem, and after death. Вот здесь вы видите такую сводную таблицу по материалу, биологическому материалу, который вы можете собрать от подозреваемых пациентов прижизненно и постмортем. Okay, so during life, none of the samples are 100% sensitive. None of the samples. Ни один из материалов биологических, которые мы можем забрать от живого пациента, не имеет стопроцентную чувствительность с диагностической точки зрения. You can't take brain sample from an animal or a person when they are alive. You could, but it's not recommended. Мы не можем вот так в рутинной практике взять образец нервной ткани, образец головного мозга у собаки или у человека, который подозревается к заболеванию.
То есть чисто теоретически это возможно, но это не рекомендованный способ диагностики. So there are only the other samples that you could take from a live person or animal is skin, hair follicle, and saliva. And CSF, sorry for. Другие биологические материалы, ткани, которые вы можете забирать с диагностической целью от подозреваемых пациентов, это образцы кожи, слюна, волосяные фолликулы и цереброспинальная жидкость. For the antigen, that is. Все эти материалы мы можем использовать для антигенного тестирования. You could take CSF and blood for antibody, but that will be positive only closer to death. Можно, безусловно, взять конкурентный образец сыворотки крови и сопоставить, подсчитать количество антител, титр антител в сыворотке и в цереброспинальной жидкости. Однако, как правило, положительным такой тест будет уже, когда на 2 затяжки останется, то есть когда уже гибель близка. So the only sample that will tell you for sure is the brain. Единственный вид биологического материала, который нам дает 100% гарантию, 100% уверенность, это головной мозг. Any questions here? Вопросы по этому поводу есть какие-нибудь? Why hair follicle? So hair follicles have nerve innervations, like the hair has a lot of nerve innervations. Just like how when you're cold, your hair lifts. So that's the nerves telling it to stand up, piloerection. So those nerves might have the virus. It's been seen in 80% of the cases. 80% sensitive. Волосяные фолликулы избираются патологическим материалом для такой диагностики в связи с особенностью их иннерваций. Они иннервируются достаточно тонко и достаточно ярко, благодаря чему мы, например, обладаем таким свойством, как пилоэрекция. И показано, что вот эти тельца вирусные можно достаточно легко там обнаружить. В 80% подтвержденных случаев обнаруживались тельца вируса именно в волосяных фолликулах. Это как-то должно быть связано с местом укуса? Взятие вы имеете в виду? Да. Do we need to take those follicles as close to the exposure site as possible, or is it just you can No, take it's from? actually the whiskers in case of animals. Если мы говорим о животных, то это вибрисы. В качестве волосяных фолликулов используются фолликулы вибрисов. So this table here shows different samples from dogs, antemortem and postmortem. Здесь еще одна таблица. В данном случае мы говорим об исследовании различных видов подматериала от собак, живых и в качестве патологоанатомического исследования. There's a question there. Вопрос еще был где-то. Сколько после смерти животного живет вирус в головном мозге? То есть мышей же нужно заразить, получается, еще живым вирусом, правильно? Вот. И имеет ли разницу, какой смертью умерло животное? Была ли это эвтаназия, либо естественная смерть? It is a question regarding for how long does virus stay alive in the brain of the dead animal already. So if we take some samples and try to neutralize it into a mouse, inject into a mouse, we need to be sure that it is still alive. And also, does it have any influence how animal actually died? Because of the natural causes, natural course of the disease, or it was euthanized? If it is euthanized? Yeah. Good. So is there any difference? Very good question. So if you were to euthanize an animal very quickly, the viral load is less. If you euthanize a dog, the load is less. the viral load is less. Что касается эвтаназии, ситуации, когда больное животное, подозреваемое к заболеванию, вы подвергаете эвтаназии достаточно быстро, с момента проявления клинической симптоматики, вы должны помнить о том, что обременение вирусное тканей нервных будет относительно низким, невысоким. Regarding the first question, as long as the tissue is viable before it starts to autolyze, the virus will be there, intact. Что касается вашего первого вопроса, насколько долго мы можем тянуть от момента гибели животного до пассажа от тканей, то, в принципе, считается, что вирус жизнеспособен до тех пор, пока не начнется аутолиз тканей. То есть пока ткань сама по себе еще жива,
не началось ее расплавление, вирус считается жизнеспособным в этой ткани. I've attended to cases where the animal's been buried for 2 or 3 days, and we've gone there, taken the body out, and the tests have worked very well. У доктора, например, была такая ситуация, такой случай, когда, причем несколько таких ситуаций, когда животных хоронили, закапывали, в течение 2-3 дней они лежали под землей, в могиле, если можно так сказать, потом их выкапывали, извлекали ткани, и все эти тесты срабатывали. То есть... But the virus might not have been alive, but we don't need it to be alive for PCR and the total 3 tests. They don't need to be alive. Однако здесь мы говорим о тестировании не живого вируса, то есть когда мы не говорим о пассаже вируса, когда мы говорим о, например, ПЦР-тесте или иммунохроматографических тестах. And in PCR is even better because if the tissue is decayed, F80 doesn't work very well. But with PCR, the RNA has to be intact. The RNA starts to break later, so until then the PCR will work. Что касается ПЦР, то для ПЦР это даже лучше, если животное немножко, ткани животного немножечко полежали, потому что самое главное для срабатывания ПЦР – это интактность РНК, потому что именно наличие вот этой кислоты запускает процесс прикрепления праймеров, правильно, для того, чтобы эта реакция была успешной. Поэтому, в принципе, вот даже такая экстремальная ситуация ПЦР никак вам не испортит. So in India, if a rabid dog is dead on the road, probably a day or two in the sun, everything's dead. The virus will be dead. But in Russia, -20 is very easy, and the virus stays alive for years in -20. For years? Yes, in the freezer, -20, it stays alive for 4 to 5 years. Что касается ситуации с выживанием вируса в погибшем животном, в тканях погибшего животного, в Индии, например, если на дороге погибла собака, умерла от бешенства, то, скорее всего, до момента ее обнаружения и до момента, когда вы начнете что-то с ней делать, все вирусные частицы уже погибнут. То есть вирус не будет обнаруживаться, но будет мертвым, нежизнеспособным. Но если говорить о России, например, где у нас бывает частенько -20, не в течение 1 дня, такая криоконсервация, вирус очень хорошо ее переживает на протяжении нескольких лет, от 3 до 4 лет, вот доктор говорит, вирус может жить в замороженном состоянии, в отличие от солнечных лучей, солнечного света, который практически моментально уничтожает вирус. That answers your question. Да? У вас удовлетворил ответ? Ну, то есть получается, если в теплых условиях вирус в трупе полежал 2 дня, то мы уже не можем проводить биопробу, правильно? So if we had in warm environment, in warm conditions, when we have a dead animal for like lying out in the sun for a couple of days, there is no hope we can find alive viral particles. Yeah, not likely. Да, скорее всего, если труп у нас лежал в тепле, то мало надежды, что мы получим живой вирус от него. Any other diagnostic tests? Еще какие-то диагностические пожелания, предложения? В картинке, которую вы показывали относительно вот этого экспресс-теста быстрого, сейчас скажу, в качестве материала везде использовался только мозг, ткани мозга. А был ли у лектора опыт использования этих быстрых тестов со слюной, где в качестве материала использовалась слюна? The pictures that you showed, they show the as a material, pathologic material for testing the brain tissue. Have you ever experienced the situation where you use those kinds of tests using a saliva as a testing object? I haven't used saliva, and I know people who have, and it's not easy to collect sample. And second, the test doesn't pick it up easily.
У доктора лично нет опыта применения слюны в качестве подматериала для вот таких исследований. Она знает коллег, которые пробуют это делать. Это, к сожалению, совершенно непросто. Во-первых, очень сложно взять корректно образец, а во-вторых, очень редко получается, что тест-система улавливает из образца слюны интересующие нас объекты. Yeah, collecting saliva from a rabid dog is collecting Ну да, saliva и, from a в rabid принципе, dog is собрать not слюну easy. у бешеной собаки не самое веселое времяпрепровождение. Yeah. No, so some people have used PCR in saliva here. Where's saliva? Yes. Saliva, PCR, antemortem. While the animal is alive, just 66% sensitive. Meaning even though the dog was positive, the saliva didn't show it. Были и счастливчики, вот здесь на табличке есть ПЦР слюны, пожалуйста, собранные при жизни животного. Бешенство у животного подтвердилось, чувствительность ПЦР слюны 66%.